Все началось с обычной туристической поездки. Ивонне Даниэла Латоре, 24-летняя девушка из Колумбии, отправилась в Египет, чтобы отпраздновать свой день рождения. Поездка обещала быть яркой. Солнце, пирамиды, древняя история и долгожданный музыкальный фестиваль «Замна», который собирал в Каире сотни молодых людей со всего мира. Вместе с ней была подруга, с которой они заранее спланировали отдых. Никто не подозревал, что эта поездка станет для Ивонни последней. Фестиваль, проходивший в элитной локации неподалеку от центра города, обещал незабываемую атмосферу и ночь, которую вы никогда не забудете. Вечеринка действительно оказалась незабываемой, но не так, как об этом говорили афиши. В ночь на 27 апреля, после одного из мероприятий, Ивонне внезапно перестала выходить на связь. Ее подруга вначале подумала, что та осталась с новыми знакомыми. Все-таки атмосфера фестиваля была довольно открытой, многие знакомились, общались, обменивались контактами, но к утру паника нарастала. Утром телефон Ивонне продолжал принимать сообщения, но ответа не поступало. Никто не знал, где девушка находится. Ни в отеле, ни среди других участников фестиваля ее не видели. Спустя сутки тишины был сделан первый звонок в полицию. Стандартная формулировка. Исчезла туристка. Родные Ивонне в Колумбии также начали бить тревогу. Мать, братья, близкие. Вся семья чувствовала неладное. Девушка всегда была на связи. Даже на вечеринках она писала родителям, делилась фотографиями. А теперь глухо. Ни одной истории, ни одной фотографии, ни одного сообщения. Первые новости пришли не от полиции, а от телефонных операторов. Была зафиксирована активность телефона Ивонне в необычном районе, далеко от фестиваля, ближе к окраинам Каира. Этот район не входил в туристические маршруты, и девушка никогда ранее не упоминала, что планирует туда ехать. Интуитивно близкие понимали, Ивонне не могла исчезнуть просто так. Слишком много было несостыковок, слишком быстро оборвалась связь. И пока местные службы не торопились с ответами, в телефоне родственников появилось сообщение, которое изменило все. Оно было коротким и жутким. Сообщение пришло неожиданно. Отправлено с телефона Ивонне, но написано явно в спешке. В нем девушка просила о помощи. Писала, что ее увозят какие-то мужчины, что они не пускают ее выйти и что ей страшно. Она добавила: «Они хотят увезти меня, я не могу выбраться. Если сможете, пришлите полицию. Я нахожусь...» И дальше следовала неточная геолокация. Родные попытались перезвонить. Безуспешно. Телефон был включен, но никто не отвечал. Следующие сообщения становились все более тревожными. Она писала: «Я не знаю, где я. Это квартира. Они накачали меня чем-то. Здесь другие люди». Последнее, что она отправила, было голосовым сообщением, в котором слышался панический голос. Они сказали, что я должна молчать. «Я боюсь. Скажи всем, что я люблю их. Если что-то случится». Эти сообщения тут же были показаны египетским властям. Ответ был холодным. Полиция заявила, что нельзя делать выводов преждевременно, и что, возможно, девушка просто переживает эмоциональный стресс после вечеринки. Родственникам посоветовали подождать, и это подождать продлилось 3 дня. Тем временем семья начала публиковать сообщения в соцсетях. Колумбийские СМИ подхватили историю. Хэштеги с именем Ивонне стали вирусными в испаноязычном интернете. Молодые люди, которые были на том же фестивале, начали делиться историями. Одна девушка рассказала, что тоже получила приглашение на закрытую вечеринку в вилле, но в последний момент отказалась. Еще один парень подтвердил, что видел Ивонне в компании 2 мужчин, которые явно были старше и не выглядели как туристы. Но ни полиция, ни организаторы фестиваля не давали комментариев. Единственное, что удалось узнать, из ее телефона больше не приходило ни одного сигнала. Он отключился в ночь с 28 на 29. Что произошло за эти дни, никто не знал. До тех пор, пока одна женщина не вызвала скорую помощь, услышав крики из соседней квартиры в малоизвестном районе Каира. Там и нашли Ивонне, полуживую. Она лежала на полу, без одежды, с многочисленными ушибами, гематомами и следами борьбы. В помещении не было ни окон, ни мебели, только матрас, несколько пустых бутылок и медицинские шприцы. Женщина, вызвавшая скорую, утверждала, что слышала стоны уже несколько часов, но боялась вмешиваться. Когда бригада скорой помощи прибыла на место, Ивонне уже была без сознания. Ее дыхание было прерывистым, пульс слабым, тело холодным. По словам медиков, она находилась в состоянии медикаментозной интоксикации
и перенесла тяжелую травму головы. Ее срочно доставили в больницу Центрального Каира, где она была введена в искусственную кому. Египетские врачи поставили предварительный диагноз – черепно-мозговая травма, многочисленные переломы ребер, следы удушения, обезвоживание и наличие психотропных веществ в крови. Девушка была в критическом состоянии, ее жизнь висела на волоске. Полиция взяла показания у женщины, обнаружившей тело. Она рассказала, что до этого в квартире слышала голоса мужчин, но не знала, кто они. К моменту прибытия полиции квартира оказалась пуста. Ни мужчин, ни личных вещей, ни документов. Единственное, что осталось – сумка Ивонни с испанским паспортом и бейджем участника фестиваля «Замна». Тогда же выяснилось, что видео с камеры наблюдения, расположенной у подъезда, было случайно удалено владельцем здания, а ключ от квартиры оказался утерян. Все эти обстоятельства только усиливали ощущение, что это дело кто-то старательно пытается замять. Первые дни в больнице врачи делали все возможное. Родные Ивонни смогли связаться с медиками и даже отправили представителя посольства Колумбии в Египет, чтобы быть рядом. Поступали запросы на эвакуацию, предлагались деньги за транспортировку в европейскую клинику, но врачи заявили, что транспортировать пациентку в таком состоянии нельзя. Семья собирала деньги на лечение. В социальных сетях шел флешмоб «Justice for Yvonne». Тысячи людей публиковали ее фото с хэштегом и требовали правды. Журналисты начали задавать вопросы организаторам фестиваля. Те вначале молчали, а затем заявили, что не несут ответственности за действия посетителей за пределами территории. Полиция по-прежнему избегала конкретики. Не было задержаний, не было публичных отчетов, не было пресс-конференций. Родные Ивонни отчаянно боролись за ее жизнь и за справедливость. Но все закончилось утром 4 мая. В 6 часов 30 минут по местному времени врачи зафиксировали смерть мозга. Девушка умерла, не приходя в сознание. Ее сердце остановилось спустя 25 минут реанимации. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность на фоне черепно-мозговой травмы и токсического отравления. После этого дело закрывать было уже нельзя. Смерть иностранной туристки с обилием свидетелей, перепиской и медийным резонансом стала международной проблемой. Но кто виноват? Кто довел ее до смерти? Случайные знакомства на фестивале, казалось бы, безобидные, обычные для таких мероприятий. По словам очевидцев, Ивонни и ее подруга общались с двумя мужчинами в белых футболках и бейсболках. Один говорил по-испански с акцентом, второй — на английском. Их лица есть на фотографиях, но ни полиция, ни организаторы не смогли или не захотели их опознать. Мужчины представились продюсерами, предложили афтер-парти в закрытой локации и обещали познакомить девушек с людьми из музыкального бизнеса. Они говорили уверенно, жестикулировали, улыбались. По словам подруги Ивонни, девушки сначала колебались, но потом согласились поехать с ними на такси. Именно тогда они в последний раз были вместе. Подруга, почувствовав неладное, вышла на перекрестке. Ивонни осталась. С тех пор ее никто не видел живой. Следствие все еще ищет этих мужчин. Но по официальной версии, у полиции недостаточно данных, хотя номера телефонов, переписки, снимки – все это есть в материалах дела. Египетские СМИ, за редким исключением, избегают освещения этой истории, а международные издания постепенно теряют к ней доступ. Источники закрываются, улики исчезают, свидетели отказываются от показаний. Что скрывают эти продюсеры? Почему полиция так бездействует? Замна Фестивал – международный бренд, который ассоциируется с модой, молодежью и электронной музыкой. Все началось в мексиканском Тулуме, где вечеринка быстро завоевала статус культовой среди диджеев и инфлюенсеров. В Египте Замна появился недавно, но сразу стал магнитом для молодых туристов, в основном из Европы и Латинской Америки. Место проведения – роскошная вилла на окраине Каира, частная охрана, своя транспортная система и только по приглашениям. В теории закрытая, безопасная, элитная тусовка. На практике почти полное отсутствие контроля. Организаторы уверяли, что все будет строго. Охрана, проверка билетов, ограничения по алкоголю. Но участники вспоминали другое. Безлимитные напитки, отсутствие фильтра на входе, люди с неизвестными веществами, комнаты без видеонаблюдения. Фестиваль проводился не на официальной концертной площадке, а на съемной территории с множеством отдельных зон, в том числе и тех, где не видно ни сцены,
ни диджеев. Там и происходило многое из того, что позже никто не хотел комментировать. После смерти Ивонне представители Замна в Египте удалили часть постов, связанных с ее визитом. Исчезли фотографии с мероприятия. Был закрыт телеграм-канал, где размещались внутренние анонсы. Появилось заявление в духе: «Мы выражаем соболезнования, но не можем контролировать действия всех гостей». Ни слова о проверке гостей, ни слова о сотрудничестве с полицией, ни участия в расследовании. Их контакт с общественностью закончился, не успев начаться. По словам одного из бывших работников охраны фестиваля, который анонимно дал интервью испанской прессе, вечеринки на виллах – это неофициальная часть Замна. Их организуют свои люди, часто с участием тех, кто просто покупает VIP-доступ. Многие такие автор-парти, на самом деле закрытые частные тусовки с наркотиками, съемками и, по словам источника, не всегда по согласию. Ивонне была далеко не первой, кто попал в эту неофициальную часть фестиваля. Просто раньше никто не умирал или не попадал в новости. То, что случилось с Ивонне, не уникальный случай. Только за последние 2 года несколько иностранных женщин столкнулись с насилием и угрозами в Египте. В большинстве случаев это не попадало в прессу, но иногда просачивалось. В 23-м году американская туристка сообщила, что после экскурсии в Луксоре ее похитили местные гиды, увезли за город и несколько дней удерживали, отбирая документы и требуя денег. Только вмешательство американского консульства помогло ее вернуть домой. Дело было быстро урегулировано. Официально никакого похищения не было. Но девушку госпитализировали в Вашингтоне сразу после прилета. У нее были синяки, следы наручников и сломанное запястье. Арабские женщины в Египте сталкиваются с подобным ежедневно. По данным Human Rights Watch, более 80% египтянок заявляют, что подвергались сексуальным домогательствам или насилию хотя бы раз в жизни. Но дело доходит до суда крайне редко. В отношении иностранок и вовсе статистики нет. На форумах для туристов Египет часто обсуждают как страну с высоким риском для женщин. Советуют не ездить одной, избегать пляжей на закате, не принимать приглашения от мужчин, даже если они говорят на твоем языке. Это звучит как паранойя, пока ты не сталкиваешься с реальностью. Они не носят маски, не скрываются в подворотнях. Их легко перепутать с гидами, барменами, сотрудниками отеля или просто веселыми ребятами. Они вежливы, обаятельны, знают английский, иногда даже испанский или французский. Их задача – сделать так, чтобы ты сама села в машину, или прошла в нужную дверь, или осталась на вилле, когда все уехали. Методики давно отработаны. Один действует как герой, спасая от навязчивого внимания других. Второй – инвестор, обещает съемки, рекламу, карьеру в соцсетях. Третий – просто хороший парень. На туристических форумах сотни рассказов с одинаковыми сценариями. Девушка знакомится с мужчиной на экскурсии. Он вызывает доверие. Через день предлагает поехать в классное место. Показывает фотографии, бассейн, музыка, веселье. Все выглядит безопасно. Девушка едет, а потом отключается связь. Появляются странные фото. Или она сама уже не помнит, как вернулась. В курортных зонах типа Шарм, Эль-Шейха, Хургады, Дахаба действуют группы, неофициально работающие под прикрытием сервисов для туристов. Они предоставляют все: аренду транспорта, частные экскурсии, ночные туры. Часто в этих услугах фигурируют девушки, или их фото, или их видео, иногда без их ведома. Именно такие друзья и окружали Ивонне на фестивале. Те, кто улыбался, предлагал выпить, обещал новые возможности. С самого начала полиция Египта вела себя предсказуемо. Сначала отрицание, потом молчание, потом стандартная фраза «Мы расследуем». Это «расследуем» длится уже много месяцев. За это время не было ни арестов, ни публикаций каких-либо версий, ни отчетов. Даже место, где нашли Ивонне, в протоколах описано с ошибками. Когда журналисты пытались получить комментарии, полицейские ссылались на неразглашение. Когда родственники просили отчет, им давали только распечатку с датой смерти. Когда адвокат семьи попросил копию протокола задержания, ему ответили, что подозреваемые не установлены. Это не случайность. Египетская полиция давно славится нежеланием работать с иностранными делами, особенно если они могут навредить туристическому имиджу страны. А уж если речь идет о делах, где фигурируют местные жители и иностранки, такие дела в системе почти не двигаются. Именно поэтому семья Ивонне вынуждена обращаться в ООН и правозащитные организации. Потому что в Египте все глухо.
Так что если вы думаете, что за такие преступления в Египте дают сроки преступникам, вы ошибаетесь. Большинство подобных дел либо не находят состава преступления, либо квалифицируются как семейные конфликты, добровольное участие или вообще ложные обвинения, особенно если речь идет об иностранках. Более того, в последние годы в Египте не раз возбуждались дела против самих жертв. Например, блогерша из Украины, которая рассказала о домогательствах на пляже, была вызвана в суд за клевету. Девушка из Франции, которая обратилась в полицию после нападения, получила штраф за неподобающее поведение. История Ивонне оказалась слишком громкой. Ее смерть — слишком тяжелый факт, чтобы его игнорировать. Но пока нет арестов, пока нет ответов, все выглядит так, будто и это преступление скоро уйдет в архив, как многие другие до него. Понять масштаб происходящего в Египте можно не только по отдельным трагедиям, но и по цифрам, и они шокируют. По отчету ООН за 2024 год Египет входит в десятку стран с самым высоким уровнем насилия по отношению к женщинам в невоенной зоне. При этом точной статистики по иностранкам нет, ведь большинство преступлений не попадает в официальные отчеты. Однако независимые правозащитные организации из Великобритании и Германии, такие как Red Umbrella и Women's Travel Alliance, зафиксировали в 2024 году более 600 анонимных заявлений от туристок, подвергшихся насилию, попыткам похищения или угрозам. Из них 41 случай сопровождался госпитализацией, и только один дошел до суда. Но даже он не завершился обвинительным приговором. Только вдумайтесь в эти цифры. В Египте нет обязательной процедуры фиксации жалоб от иностранцев. Даже если туристка обращается в полицию, заявление может быть не принято, особенно если она не говорит по-арабски или не имеет местного адвоката. Более того, в некоторых случаях, когда женщины пытались подать жалобу, полицейские намекали, что им лучше не раздувать ситуацию, ведь туристке потом самой будет хуже. На фоне всего этого Египет продолжает оставаться одной из самых популярных стран для туризма на Ближнем Востоке. По данным Министерства туризма, в 2024 году страну посетило более 15 миллионов иностранных гостей, из них около 60% – женщины. В рекламных буклетах безопасные пляжи, исторические памятники, роскошные отели. В реальности почти полное отсутствие механизмов защиты и нулевая ответственность для преступников. На туристических картах Египет – это солнечные курорты, пирамиды, Нил и древние храмы. Но есть и другие карты риска. На них выделены зоны, где чаще всего происходят инциденты с туристами. И среди них вовсе не дикая глубинка, а вполне популярные места. Первое место по числу жалоб занимает Каир, в частности районы около улиц Талаат-Харб, Шаарави, Агуза, а также окрестности Старого Каира. Здесь много недорогих гостиниц и хостелов, куда часто селятся молодые путешественницы. Второе – Синай, особенно районы между Табой, Нувейбой и Дахабом. Здесь активно действуют нелегальные гиды, предлагают альтернативные туры, частные джип-туры в пустыню, после которых люди могут исчезать на несколько дней. В некоторых случаях пострадавшие находились без документов, с потерей памяти и следами инъекций. Третье место – Хургада. Несмотря на статус тихого семейного курорта, здесь регулярно происходят инциденты с участием таксистов, барменов и владельцев водных развлечений. Некоторые туристки сообщали, что их приглашали на вечеринку на катере, после которой они просыпались в отеле без личных вещей и не помнили, как туда попали. Район, где была найдена Ивонне, не отмечен как опасный ни в одном туристическом справочнике. И это одна из самых страшных деталей. Опасность может быть даже там, где ее никто не ждет, потому что преступники знают, что безопасная зона – это зона, где никто не будет начеку. После смерти Ивонни ее семья не замолчала. Мать, Каролина Рестрепо, записала видеообращение, которое моментально разлетелось по Латинской Америке. В нем она, едва сдерживая слезы, говорит: «Мою дочь заманили, похитили, и она умерла в стране, где ее жизнь не имела значения. Но я не позволю, чтобы ее смерть осталась безнаказанной». Колумбийские СМИ подхватили волну. Журналисты начали расследование, вышли на участников фестиваля, восстановили хронологию по снимкам и сообщениям. В Боготе прошли акции с плакатами «Justicia para Ivonne». Студенты, правозащитники, даже артисты – все говорили о ней. Не как о туристке, а как о человеке, чью жизнь можно было спасти.
Семья Ивонни обратилась в Министерство иностранных дел Колумбии. Было направлено официальное письмо египетским властям с требованием расследования. Параллельно юристы семьи начали готовить дело в международные структуры. В ООН, в Amnesty International, в Совет по правам человека. Были поданы запросы на международное расследование в рамках Конвенции по защите туристов. Одновременно семья начала кампанию по сбору средств на адвокатов, переводчиков, репатриацию тела и будущие судебные расходы. За несколько недель было собрано более 100 тысяч долларов. Эти деньги позволили нанять независимых следователей, которые обнаружили новые детали. Например, номер машины, на которой уехала Ивонни, принадлежал прокатной фирме, связанной с несколькими теневыми структурами. Голос матери Ивонни стал голосом тысяч других женщин, ведь таких, как ее дочь, оказалось больше, чем кто-либо предполагал.